Всем привет! Сегодня я выбрался один в поле на заброшенную деревню. Значит, купил я вот такой металлоискатель Гард 150. Дойти до этой деревни, которой уже, скорее всего, ничего не осталось от нее. Но посмотрим, добирался ли кто-нибудь туда, потому что места тут такие заповедные. Тут усадьба одного поэта великого находится рядом, где я тоже в скорое времени попробую что-нибудь покопать. Ну, это, в принципе, держу я путь куда-то туда. Идти мне, наверное, часа 2, я думаю, точно. В общем, что-то, если интересное будет, буду показывать. Все, начинаю. Так, ну вот мне показывают, что какое-то железо. Скорее всего, какая-то фигня. Вот прошел я буквально тут еще метров 10-20. Ну, попробую ради интереса копнуть. Ну вот, как всегда, первая находка. Не знаю, какой-то кол, наверное. Вот заострение. Так, вот тут, смотрите, сейчас где-то был сигнал хороший. Во! Не знаю, что, но показывает якобы серебро. Не знаю, что это. Ну, килограмм 5-3 точно весит. Так, что-то копнул. Главное, чтобы никакая не противопехотная мина. Что это такое? Блин, стрёмно. Какой-то толстый слишком. Там, ну, одна нету. Какая-то скоба. Ну, короче, я по металлолому, видимо, специализируюсь. О, Сашка металлоломщик. Ой, слушай, кстати, смотрите, это... Что я нашел-то? Это же от двери. Хоть, конечно, это ерунда, но это дверная. Как петля называется, забыл как. Старинная, толстая. Смотрите, металл-то какой был. Вся кривая. Слушайте, я дошел до этой деревни, значит. Сама вот эта деревня располагалась где-то в этом месте. Вот по лесу, по краю. Вот такой девайс еще. Какая-то часть шестеренки, походу. Смотрите. Слушайте, серьезно, смотрите. Часть шестерни, ну какая-то. Только такая большая, от чего. Ой, так, пищит тут очень много всего. Плеер не показываю, не снимаю, потому что... Слушайте, ну это тоже килограмма 3-4 весит. Значит, тут деревня все-таки была. Так, самое удивительное, первый коп. И я реально нахожусь в деревне. Вы смотрите, я нашел топор. Топор. Это значит, я точно в деревне нахожусь. Ну, в общем, всякие скобы, кольца, вот такие штуки попадаются. Ямки я с собой стараюсь закапывать. Не знаю, конечно, хочется найти монетки. Это вот более интересно и даст азарт. Ну вот еще одна какая-то петля сломанная. Видимо, заборы были. Ты что тут делаешь? Что написано-то? Отечественная война. Слушайте, как он меня испугал. Я сначала подумал, что это заяц. А это шарик. Нормально он улетел. Я не понимаю, что это такое. Поле и холм. Как так-то? И зачем вообще тут пашет? Ну ладно, пашет тут, я понял. От пожара лесов. А что это такое вот это? Пойдемте посмотрим. А, это пруд. По-моему, его кто-то сам выкопал. 100%! 100%, прикиньте, это тоже старинный считается пруд. Ну вот явно видно, что выкопано. То, что он весь сделан, эти бортики у него. Он весь высокий. То есть этот пруд был, когда тут была деревня. Вот он, видимо, ручей какой-то. Вот они холмы навели.
И все, и образовался прудик такой красивый. Да уж. Смотрите, сколько гады раскопали. Вот они тут живут. В дикой природе. Свиньи. Вон изрыли, какой участок здоровый. И сколько же металла в земле хранится. Вот какой-то кусок. Не знаю чего. Очень толстый. Ну вот, 10 метров прошел еще. В следующий раз надо какую-то, я думаю, сумку брать, рюкзак. И все равно этот металл собирать. По мелочи-то, говорю, тонну насобираю. Ну что, вилка. По-моему, самое обычное, ничего не написано. Так, ну по-хорошему килограмм на 15-20 я сегодня собрал. Смотрите, какой уголок лежит. Вот тут как раз располагался какой-то крайний дом, потому что отсюда все начинает пищать. И вот смотрите, там делаем 5 шагов в любую сторону. Вот сюда я не ходил еще. Ну вон видно, вон изрыто, вот. То есть это все кто-то до меня копал. Там вот что-то тут. Ну, например, через каждый метр раскопано. Я тоже пытался, тут звенит везде. Ну тут всякая фигня попадает, всякие скрепки, пробки, непонятно. Ну, неинтересно. Вроде когда идешь и не пищит ничего, скучно. И вроде когда на каждом шагу прям все пищит. Вот болты какие-то, еще чего-то. Ну тут куча всего. Уже 100%, что тут деревня была. Так, как я понимаю, сегодня клад вряд ли найду. О! Тоже какой-то механизм, кстати. Смотрите, скоба. Что это такое? Какие-то две скобы вместе скрученные. Ну что это такое? Ну еще какая-то штука. Так, ну в общем, закончил я гулять. Иду домой уставший, пить хочу. Ну и только то, что нужно с собой, естественно, брать рюкзак. Обязательно воду, потому что ходить долго приходится. Ой, прошел я очень много. Но тут еще очень много места, где можно походить. Я надеюсь, что можно будет сходить. Машка пойдет вон на рыбалку сидеть туда, на тот пруд. А я буду пока тут поля ходить, смотреть, разминировать. Все-таки в поисках хотя бы монеточки. Хочу монетку найти. Какую-нибудь. Это для меня интереснее. В общем, аппарат мне понравился. Хоть, конечно, он и простенький. Пищит, грубо говоря, может как вот на такую, так и на болтик маленький пищать одинаково. Ну, со временем, говорю, привыкну. У меня есть тут еще недалеко. Называется «Поле чудес». Там, говорят, даже новички находят. Если кому понравилось что-то, интересно будет в дальнейшем, ставьте лайки. Буду снимать такие прогулки. Может, как-то по-другому буду снимать. Сегодня так, просто первый раз попробовал. Как говорится, вообще никогда в жизни этим не занимался. Всегда буду рад советам. Все, всем пока. Я иду домой.